Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите АРУ ТВ, канал «Живой уголок». Меня зовут Артемий Троицкий. Сериал «Популярная советология». Серия 2 называется «Моя жизнь в СССР 1955-1991». Все правильно. Так оно и было. Родился я 16 июня 1955 года в славном северном городе, областном центре Ярославля, в районе под названием Красный Перекоп. Не буду долго рассказывать о своем младенчестве. Скажу только, что в Ярославле провел я всего лишь первые 4, а может даже и 3 месяца своей жизни. За это время бабушка успела меня окрестить, ну а потом папа и мама увезли меня в город Москву, поскольку оба они жили в Москве и там же работали. Кстати, почему я был рожден в Ярославле, а не в Москве, это любопытно и вполне типично и по-советски. Дело в том, что мой дедушка, то есть папа моей мамы, Николай Сергеевич, был главным инженером или главным электриком, точно уже не помню, крупнейшего, можно сказать, районообразующего комбината Ярославского, фабрики «Красный Перекоп». Это была текстильная фабрика, и прославилась она, помимо меня, еще и тем, что там работала при моем дедушке Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Но в 1955 году, естественно, она была еще никому неведома, и наверняка о карьере космонавта, а также депутата и так далее даже не мечтала. И поскольку дедушка мой был начальником, то у них была довольно большая квартира, 3-комнатная. А у моих родителей в Москве квартиры не было вообще. То есть была только маленькая однокомнатка в коммуналке. Ну и решено было на семейном совете, что лучше рожать меня в комфорте, что, собственно говоря, и произошло. Детство свое я помню плохо. Только вот такие отдельные вспышки. Помню, как я заблудился в лесу, а потом один дошел из леса аж до 9-й Парковой улицы, дом 41А, где мы тогда жили. И помню полет Гагарина. Да, я был в детском саду, в общем, как нормальный советский дошкольник, младенец, ребенок. Был я помещен в детский сад, где несколько лет провел. И однажды, естественно, 22 апреля 1961 года, помню, сидел я на полу, играл в игрушки со своими односадниками, раздался голос: «Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза». Ну и пошло-поехало. И надо сказать, что это был прекрасный такой солнечный день в Москве. Этот день я запомнил, получается, на всю жизнь. В общем, такой светлейший, прекрасный был советский праздник. Потом я пошел в школу. Это было в 1962 году. В школу номер 419. Закончил я 1 класс с одними 5. И тут же отбыл с родителями в зарубежную командировку в город Прага, где мои папа и мама работали 5 лет в журнале «Проблемы мира и социализма». Естественно, жизнь в Чехословакии, конкретно в прекрасном городе Праге, сильно отличалась от жизни в Советском Союзе, даже в прекрасном городе Москве. Тем не менее, учился я в школе при советском посольстве. Так эта школа и называлась. Советская школа. И это на самом деле была настоящая такая густопсовая советская школа, в которой меня в первый раз, кстати говоря, осенью 1967 года исключили из пионеров за то, что во время большой перемены на школьной радиостанции я ставил западную всякую биг-битовую роковую музыку, которая, естественно, не приветствовалась в советской школе. А поскольку каяться я отказался, то меня и моего друга-одноклассника
сына русского белого иммигранта и румынской дипломатки, нас поперли из пионерской организации. Приехали мы обратно в Москву аккурат весной 1968 года, в разгар, то есть пражской весны. В августе 1968 года случилась интервенция СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию. Нам это все категорически не нравилось. И можно сказать, что вот в один день, 21 августа, я превратился из совершенно беспечного ребенка, который ничем не интересовался, кроме всякой модной западной музыкой, ну, отчасти автомобильчиками я еще интересовался. А тут превратился я в антисоветчика. Да, было мне тогда 13 лет и 2 месяца. Совсем немного. Ушел я из школы номер 562, в которой учился. Это была школа по месту жительства. И перешел в престижную математическую школу, школу номер 7, которую закончил в 1972 году. Поступил в Московский экономико-статистический институт, надо сказать, без всякого блата, но, в общем-то, с математикой у меня все было неплохо, а экзамены там были в основном по математике. С сочинениями у меня было все еще лучше, поскольку писал я хорошо и грамотно. В общем, короче говоря, в институт я поступил, проучился там до самого окончания, получил в 1977 году диплом. Тем временем я успел в первый раз жениться. Брак этот вообще был довольно любопытный, поскольку женился я на девушке из номенклатурных слоев. То есть дедушка у нее был помощником Косыгина, ездил на персональной черной «Волге». Папа у нее был адмиралом, тоже ездил на персональной машине, забыл уже какой. Ну, я думаю, тоже в «Волге», но, по-моему, не черный. Но мы с ней очень быстро развелись, тем не менее, я успел понаблюдать за жизнью советской номенклатурной элиты. После того, как я закончил институт, я не пошел работать по распределению. Распределили меня в Центральное статистическое управление СССР. Это знаменитый дом архитектора Ле Корбюзье на улице Кирова, ныне Мясницкая, в котором, кстати говоря, проходила съемка известного фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Так вот, не хотел я там категорически работать. А если бы я вообще не работал, и об этом стало бы известно всяким органам и вообще государству, то меня должны были посадить в тюрьму за тунеядство, поскольку граждане СССР обязаны были работать. Вот я вот долго откашивал от всяческой работы, иногда делал какие-то, значит, такие случайные какие-то были у меня заработки, но к тому времени, совсем забыл сказать, а это очень важно. Еще в 1972 году я начал вести дискотеку. Это была первая дискотека в Москве. В клубе Б4 на физфака МГУ в главном здании, вот в этом небоскребе МГУ на Воробьевых тогда еще Ленинских горах. Ну и благодаря этой дискотеке, которая стала очень популярной, меня заметили в журнале «Ровесник». И в 1974 году я начал сотрудничать с этим журналом, стал публиковать статьи, у меня появились гонорары и так далее. Но деньги в основном все-таки я зарабатывал не гонорарами и даже не студенческой стипендией, а тем, что спекулировал пластинками и иногда журналами, в общем, всякой такой музыкальной гуманитарщиной на черном рынке. Так что да, в общем-то, жизнь советского молодежного подполья, а также полупреступного мира также мне была известна очень даже хорошо. Наконец, я поступил на работу. Это было спустя год после окончания института, уже в 1978 году, но это была та работа, которая меня полностью устраивала. Никакой статистики, ничего такого. Поступил я на работу в Институт истории искусств, который был вскоре переименован во ВНИИ искусствознания. Таким образом, я еще отоварился и опытом работы в советской конторе. Контора была, конечно, нетипичная, искусствоведческая, такая весьма и весьма престижная, синекурная. 2 присутственных дня у меня там было в неделю всего.
все остальные дни как бы я должен был посвящать творчеству. Я там написал кандидатскую диссертацию. Но накануне защиты этой диссертации в сентябре, по-моему, 1983 года я был из института уволен. Почему? Потому что в 1983 году Брежнев уже год как умер, на его место заступил Юрий Владимирович Андропов, бывший председатель КГБ, и он повел кампанию за производственную дисциплину. Ну, поскольку в СССР никто работать особо не хотел, то, в общем-то, дисциплина действительно требовалась. Ну и стали, значит, отлавливать всяких злостных прогульщиков. Вот в том числе отловили меня при 2 присутственных днях в неделю и уволили из института. На самом деле эта история, она была более драматичной и была связана с КГБ, вот, или чем-то в таком духе. Вот. Но, тем не менее, официальной мотивацией моего изгнания из Института истории искусств было именно нарушение трудовой дисциплины. А на самом деле, конечно же, мною было недовольно институтское начальство, да и, подозреваю, некоторые другие люди тоже, потому что я вовсю занимался вот этим самым подпольным московским, ленинградским и вообще советским в масштабах всей страны роком. Поскольку я был единственным рок-журналистом, ко мне стало приходить большое количество информации со всей страны, я стал ездить на всякие фестивали, приглашать в Москву группы из других городов, сам стал устраивать фестивали. К тому же я печатался не только в официальной прессе, типа того журнала «Ровесник», но и стал печататься в рок-н-ролльном сам-издате. В общем, короче говоря, вел активнейшую жизнь музыкальную, творческую, публицистическую и так далее. Поскольку гонения на подпольную рок-музыку, да и вообще на рок-музыку в Советском Союзе в это время, в начале 80-х годов, в первой половине, усиливались, то, скорее всего, недолго мне оставалось бы прыгать на свободе, но, как говорится по-английски, I was saved by the bell, то есть спас меня звонок. Да? Поскольку закончилась эра застоя, умер Константин Устинович Черненко, ему на смену пришел Михаил Сергеевич Горбачев, и тут же вскоре начал всяческие реформы. Ну и я, естественно, сильно преуспел во время этих реформ, поскольку то, что раньше было в подполье, из подполья вылезло, и вылезло сразу на большие сцены, на стадионы, в крупные журналы и так далее. Мы с Аллой Пугачевой организовали концерт «Счет 904» в поддержку спасателей Чернобыля. Этот концерт меня прославил, можно сказать, на весь мир. Мне заказали книжку в Англии «История советского рока», которую я, естественно, с большим удовольствием написал. И поехал я в Англию, а также в разные другие страны. Потом написал еще одну книжку. В общем, жизнь моя пошла по сугубо такому космополитическому, глобалистическому руслу. В 89-90 году я целый год жил в Лондоне, писал там как раз 2-ю книгу, работал в издательстве, одновременно подрабатывал на 4-м канале английского телевидения. К тому времени я уже был во 2-й раз женат. Но тут поступило предложение, весточка с родины. Мне сказали, вот мы создаем новый телеканал «Россия». Это будет ельцинский телеканал, оппозиционный, значит, коммунистической партии, Горбачеву и всему такому прочему. И давай-ка переходи к нам работать на канал «Россия», будешь там заведовать всей музыкой. Ну, я подумал, да, это, конечно, такой вызов, это такой челлендж. Целина такая, палатки стоят, ветер воет, что хочешь, что и делай, ничего не сделано. На Западе, как вы понимаете, там все прямо наоборот, там уже все сделано, можем только какие-то маленькие штришки вносить. А тут, да, целина. Ну и я польстился на эту целину, бросил жену в городе Лондоне и вернулся в город Москву.
Тогда еще был Советский Союз, начал работать на этом самом телеканале «Россия», завел там кучу телепередач. Ну, а потом грянул август 1991 года, где я тоже занял активную жизненную позицию, за что даже был удостоен медали. По-моему, «Защитнику Белого дома» называлась эта медаль, не помню. Впоследствии, будучи разочарован, ельцинским правлением, я эту медаль демонстративно выбросил. Кстати говоря, не помню уже куда. Кандидатскую диссертацию я выбросил в помойку. Это как-то у меня в памяти отложилось. Вот насчет медали точно не помню. Ну, а потом, как вы знаете, Советский Союз распался, и таким образом, наш сериал дошел до своего окончательного финала. Встретил я его сотрудником российского телевидения, начальником по музыке. Вот такая была у меня краткая советская биография. Наверняка, естественно, я много чего упустил, в том числе и какие-то важные детали, но главное, что я хочу сказать. Опыт жизни в СССР у меня был очень и очень разнообразный. Я еще не упомянул о том, что я много ездил по стране, проводил много времени в так называемой Прибалтике. Ездил я и на Волгу, ездил я и в Сибирь, и куда, в общем-то, я только не ездил. Так что, да, опыт жизни в СССР у меня был. Несколько важных фрагментов, конечно, вот в этом пазле под названием «Советский опыт» у меня отсутствует. Первое. Я не служил в армии. Я не служил в армии, поскольку еще учась в институте, я был исключен с военной кафедры за длинные волосы и плохое поведение. Ну и потом откосил вообще от армии. Так что про армию советскую ничего вам из первых уст, по крайней мере, рассказать не могу. Хотя некоторые мои знакомые там были, рассказов, конечно же, я наслышан. Во-вторых, я никогда не работал на заводе. Как-то ни странно, сельхозработами я занимался. То есть, поскольку в Институте истории искусств я был самым молодым сотрудником, то меня постоянно посылали на сельхозработы. Как сейчас помню, станция Вербилки по Дмитровской дороге или под городом Клин по Ленинградской дороге и так далее. Освоил я несколько подмосковных сельских хозяйств. Пожалуй, это все. Все остальные такие вот важные опыты советской жизни у меня, пожалуй, есть. Ну и я, разумеется, вам постепенно обо всем этом поведаю. Поэтому всякие вот слухи насчет того, что Троицкий мальчик-мажор и так далее, да что он вообще знает о жизни простого народа и так далее, нет. Это не так. О жизни простого народа я тоже знаю дофига. Во всяком случае, о жизни простого советского народа в возрасте, скажем так, до 40 лет. Заканчивается вторая серия, и я хотел бы напоследок вам намекнуть на то, по поводу лайков там и так далее, это ваше дело. Я знаю, что все просят эти лайки, потому что это дает там какие-то, я уже даже не знаю что, то ли какие-то деньги приходят, то ли просто люди сердечки любят. В общем, короче говоря, я вас прошу о другом. Я вас прошу о том, чтобы вы отзывались на эту самую программу, которая называется «Поп-совет», популярная советология. А главное, присылайте свои вопросы, естественно, по теме, по жизни в СССР. И я буду очень рад на все интересные, содержательные вопросы давать максимально подробные ответы. Следующая наша третья серия, она уже будет как раз не такой, типа галопом по Европам, она будет более детальной. И она будет касаться советского школьного воспитания. А учился я аж в 4 школах, так что представляю себе эту картину. До скорого, пока. Это был Артемий Троицкий, АРУ ТВ, «Живой уголок», Поп-совет.